Новый год. Все же мы с вами ждем Новый год. И в принципе не так давно на этом канале мы обсуждали, что перед Новым годом, в последний месяц 2025 года, нас должно ожидать более-менее глобальное обновление игры. Соответственно, с новогодней, предновогодней кампанией. Ее первые очертания мы как раз таки в том самом ролике и обсудили. Но в то же время я закинул удочку, решив сравнить, скажем так, кампанию, которая еще не наступила, с тем, что было в прошлом году. И даже не столько сравнить, сколько просто оглянуться, посмотреть назад, какой контент Konami приготовили для нас в преддверии Нового года и во время него. И что же, в принципе, стоит ожидать от предстоящей также праздничной кампании. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. А если же вы играете на ПК, то через PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Черная пятница закончилась, а пополнение с нулевой комиссией остается. Используйте мой промокод, чтобы пополнять свой Steam аккаунт было выгоднее. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А в телеграм-канале ребят проходит розыгрыш на мощнейший кастомный игровой ПК. Также среди других призов игровая клавиатура, ключи от RK Riders и пополнение баланса в Steam. Скорее переходите по ссылке, чтобы принять участие в конкурсе. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так о чем это я? Точно. Поскольку мы все с вами любим халяву, то, конечно же, самым главным контентом для нас тогда было это раздача эпических карточек. По-моему, именно тогда и появилась концепция селективного контракта, когда за выполнение и в целом прохождение кампании мы получали селективный контракт, а вместе с ним и возможность забрать одного из 5 эпиков. В принципе, тогда Konami прям сильно размениваться не стали. Из числа новых карточек они тогда всунули билете, тогда как в большинстве своем были представлены эпики старой формации с одним бустом и без возможности добавления второго, но модельки тогда были хорошие, как минимум тот же Вилья и Снейдер не дадут соврать, да и тот же Билетти, некоторые фри-то-плейщики до сих пор играют вместе с ним, чего не скажешь про Люнберга и Флетчера. И если шотландец еще не самый плохой вариант, то вот швед используется крайне редко, и то наверняка в тех же самых ивентах. Но в то же время были ожесточенные споры о том, кого же стоит брать, Вилью или Снейдера, ведь по сути и тот, и другой невысокого роста модельки, конечно, игроки разных позиций, но все-таки они могли усилить почти любой фри-то-плейный состав. Да и в принципе для около таких вот донатных, которые еще не закрыли все позиции донатными карточками, это тоже могло быть неплохое пополнение. Поэтому в этом году я думаю, что будет нечто подобное, учитывая, что прошлогодний опыт был очень даже положительным, тогда комьюнити было в экстазе, так сказать, и до того, как нам позволили забрать тот самый селективный контракт, игроки вечно пребывали в рассуждениях и спорах между собой, кого же именно стоит забрать в свою команду. Поэтому не вижу причин, по которым бы Konami не могли повторить подобную кампанию. Особенно учитывая, что как такового конфликта заинтересованности в том или ином контенте не предвидится. И сейчас я говорю про сокровища, о которых я также рассуждал в предыдущем ролике. Ведь Konami объявили, что сокровища вернутся в игру только в следующем году, а именно в январе. В первую очередь стоит рассчитывать как раз таки на селективный контракт. Но в прошлом году мы им не ограничились, ведь помимо селективного контракта, отдельного донатного набора для донатеров на тех самых 250 футболистов, фри-то-плейщикам раздавали, не самые, возможно, сильные по цифрам, но по моделькам интересные шоутаймовские карточки. Тогда это был шоутайм Дарвин Нуньес, Эндрик и Заир Эмери. И если француз и бразилец встречаются в составах очень и очень редко, я бы даже сказал почти что никогда, то Дарвин Нуньес это в принципе отдельный любимчик тех же самых фри-то-плейных составов, которые рассчитывают на подачи с флангов. И чего уж там греха таить, Дарвин Нуньес это мой отдельный ночной кошмар. Как бы ты его ни опекал, он все равно сможет как-то вот выпрыгнуть и ткнуть, забив тебе гол. То есть ничуть не хуже того же Коллера, просто моделька не такая тяжелая и не такая высокая, но тоже прогуливает
живучая и головастая. То есть помимо селективного контракта в прошлом году было аж целых 2 вот таких вот раздачи. Что на самом деле было очень приятно, ведь за год до этой раздачи в 2024 году Konami просто раздали бесплатные крутки на донатный набор. И в принципе все. Тогда на Новый год они чем-то таким не отметились. Тогда вот как прошлогодняя кампания, она действительно была для всех. И для донатеров, и для фри-то-плейщиков. К слову о первых, помимо бесплатного контента, тогда Konami выкатили глобальный такой контент для донатеров. И это тот самый пак, о котором мы буквально-таки рассуждали в позапрошлом ролике. 200 гребаных 50 футболистов. И в принципе, как я упоминал опять же в том же ролике, он вызвал хоть и неоднозначную реакцию, но сильно комьюнити не разозлил, потому что в паке был интересный Гаррет Бейл, это по сути было его второе появление после эпического дебюта за Тоттенхэм, был хороший Шевченко, хорошая молодая моделька Баджо, ну и заполнители для ивентов тоже сгодились. Поэтому такой, скажем так, новогодний подарок люди отчасти приняли. И как бы снова карточки от обновления, вот более-менее ощутимого, хотелось бы ожидать каких-то режимов, но, как говорится, ты в какой стране живешь и ты в какую игру играешь. Поэтому, наверное, карточки — это весь контент, который нам стоит ожидать на Новый год. И остается только надеяться, что эти карточки и этот самый контент в виде них будет, ну, хоть сколько-нибудь интересным и, скажем так, мотивирующим для того, чтобы лишний раз проходить ивенты, проходить кампанию, играть дивизионы и так далее. Ведь сама игра не совсем справляется с этой задачей. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваши впечатления от прошлогодней новогодней кампании. Играете ли вы хоть одной из тогдашних раздаваемых карточек и чего ожидаете от кампании в этом году? Ну и также пишите, что ждете от Деда Мороза на Новый год.